Финал любой истории, будто фильм, игра или аниме, непредсказуем. Это может быть и удовлетворительным финалом, как Metal Gear Solid 4 или Metro Exodus, так и неудовлетворительным, как, например, в Assassin's Creed 3, Mass Effect 3 и прочие игры франшизы. Но все это сводится к подаче и как вся франшиза это закончится. Такой финал фанату может либо понравиться, либо не понравиться. И увы, проклятие пятой части DMC не обошло стороной Хидеаки Ицуна. Первая часть стала настоящим хитом и лучшим слэшером наравне с франшизой Resident Evil. Вторая часть стала как и для Ицуна, так и для студии Capcom настоящим и ужасающим провалом. После выхода такого позора, я бы сказал, упадка, серию могли закрыть спокойно и без раздумий. Хотя можно было сказать, что геймплей-то второй, ничего. Даже режим Кровавый Дворец тоже стал этаким хитом. Но это лишь субъективщина, ничего более. И вдруг прогремел японский гром. Гром расцвета серий. Третья часть снова вернула Crazy статус лучший слэшер ever. Ведь именно по мнению фанатов, третья часть считалась самой лучшей игрой серии, которая была доведена до ума и исправляла все казусы первой части. Четвертая часть стала для фанатов чем-то непонятным. Вроде бы и неплохой сиквел в филлерном виде. Игра хоть и зацикливает нового персонажа как главного героя, за место Данте, но тем не менее все ее посчитали нормальной. А дальше... Лучше не буду притрагиваться к перезапуску, это больная тема. И вот, настал момент, когда у нас на выходе консолей и ПК-версии есть пятая часть номерной серии DMC. DMC is back! What? Oh my god! Yes! Yes! Oh my fucking god! Devil May Cry! Oh my god! Devil May Cry! Yo, this DMC too! Yo, wait! Yo, wait! Mirror! Mirror! Yo! 10 лет мы ждали продолжения сюжета после четвертой части. 10 лет мы ждали, когда наши любимые персонажи и актеры с Хидеаки Ицуна снова вернутся в строй. I think it's great how it happened because now they're going to bring us back. Say that, right? No. Я до сих пор помню, как смотрел тизер пятой части приложений Амина. После просмотра я был так рад выхода новой части серии, и я ждал ее со страхом и интересом, с ожиданиями много чего интересного. Но наполовину не получил желаемое. К слову, даже после релиза пятой части у нее было столько шумихи. Тысячи довольных фанатов, тысячи недовольных фанатов. Каждое существо на этой планете писали срачи по типу «Стала ли пятая часть хорошей игрой или нет?». И я же тем временем не особо кого слушал и считал ее великолепной игрой. Но вот с долгим прохождением и с выходом DLC мои мысли кардинально смешались. Время шло, и оно подошло к концу. И мне пора закончить эту точку смешанности и дать вам ответ на все же главный вопрос для серии DMC. Пятая часть стала успешной игрой или нет? А что? Кто-то же должен пояснять Power и Motivation в пятой части. Now I'm a little motivated. На связи Костян. А это обзор на финальную главу серии Devil May Cry 5.
Дураку понятно, что перезапуск после релиза продался очень плохо. Часть фанатов полюбила ее, но остальная часть ее возненавидела и не дала шанса перезапуску на сиквел. И понятное дело почему. Тупой сюжет, простой геймплей с делением орудий из красного на синего, простые боссы, мало разновидностей врагов и платформинг, занимающий 60% игры. Но все же у этой игры и были плюсы. Просто некоторые олдфаги не замечали ничего хорошего в этой игре. И казалось бы, перезапуск считай второй упадок серии после второй части в глазах фанатов. Но в каком-то степени Capcom своих же целей добились. Они сумели познакомить новичков с лором и всяким прочим. Ведь даже обычный новичок теории не мог бы понять лора в оригинале. Вот и получается, что олдфагам дай оригинал, а ньюфагам и некоторым олдфагам перезапуск. К чему весь этот разговор? Да все просто. После релиза Capcom не могла определиться, что на этот раз выпустить, чтобы серия DMC понравилась как и олдфагам, так и ньюфагам. И она решила выпустить два издания. Special издание для четверки и Definitive издание для перезапуска. Capcom, как бы говоря, устроила голосование. Что выберет обычный человек, который вообще не знаком с серией DMC? Ну, в такой ситуации нужно сказать, сложнейший выбор сделает лишь сильнейший. По итогу, всем больше зашел Special издание четверки. И вот наш геймдизайнер Ицуна ворвался в офис Capcom и поделился своей идеей разработать новую часть серии, какой он хочет видеть. И Capcom такие: делай, что хочешь. И все же у вас в голове возник вопрос. В смысле Ицуна хочет разработать, как он хочет видеть? Или же, какие были видения в пятой части? Не переживайте, об этом вы узнаете по ходу обзора. А пока перейдем к сюжету. Сюжет-то у нас простой, незамысловатый, поэтому можем пробежаться быстро, чтобы хронометраж видео не занимал 1 час. Сюжет запузырился, и нам показывают ремонт фургона с надписью DMC. Наш приятель Никитка со своей подругой Ниной чинят фургон. Сюжет нам сразу же дает понять, что с момента 4-й части прошло 10 лет. И казалось бы, Никита живет со своей возлюбленной Кири в виде озвучки и Ниной вместе. Nico, I showed you those order docs, so you still owe me, remember? Нера, он же Никитка, 10 лет назад остановил поехавшего деда, демонического священника. Бунтарь, но любит свою девушку, Кирия. Умело кричит, создавая себе подобного мем. Характер ебанутый, не женат. Но вдруг, в один прекрасный день приходит бомж. Нера неуверенно спрашивает у бомжа кто, на что последний отвечает: Я чеченец. Меня зовут Алан. Странная сцена получилась. Пожалуй, добавлю в этой сцене немножко анимешности. Вот это идеальная сцена, как по мне. Devil May Cry. Саня! Саня, снюхай, бля! Саня! Meet your new client. Данте, по прозвищу Димон, 4 раза спасал мир от нашествий демонов, любит пиццу и выдает в каждой серии Crazy Boss Rush. Слишком круто для воебонов. Характер юморной. Не женат. Еще раз соврешь, и я тебе отрежу яйца. Спустя 4 дня к агентству Димы приходит Эмма-бой по имени Витя. I have no name. I am but 2 days old. Буква V скрывается под псевдонимом Виктор Цой. Тощий эмо-бой с орлом, пантерой и негр-железным големом. Борется за равноправие. Любит читать книгу Уильяма Блейка. Слабое звено среди троицы. Характер – загадка. Не женат. Вампиры очень интересные создания. У вас, наверное, удивительная, блядь, жизнь. Наш эмо-бой предоставил небольшой заказ, а этот заказ заключается в том, что нужно одолеть всего лишь одного всемогущего демона, на что Данте не особо хочет браться за работу. На что наш Ви использовал контр-аргумент, почему Данте должен брать этот заказ. Ты дрочишь?
Да, драчу ли я? Да? Да, я драчу. Сколько раз в неделю? Не знаю, 3-4, 5. Брось, это несерьезно. Это какой-то жалкий детский уровень. Ладно, шучу. А если серьезно, то Данте сначала не воспринял заказ Ви всерьез. Он посчитал его заказ простецким. Но он ошибался, когда Ви назвал имя всемогущего демона. Во всем виноват Алексей Навальный. Данте принимает заказ, как вдруг появляется деревце под названием Клепот. Данте и Триш и Леди уже спешат отмутусить нового демона, но они еще не знали, что он станет суперсильным и супер проворным. Ты как же появился? Следом за троицей подходит наш Неро, а он пришел отмутохать демона не просто так, а с местью. Видать, он подумал, что этот демон скоммуниздил руку Неро после No Nut November. На что наш молодой человечек отвечает новому демону: Текай с городу! Тобі пизда! После проигрыша Неро, Данте жертвует собой, чтобы остальные смогли сбежать. Итог первой битвы таков: наши-то проиграли. А у нашей-то братвы появилась идея. Она заключается в том, что нужно валить из города и подождать месяц, чтобы эта херня прекратилась. И они так и делают. Как же это прелестно. Обожаю. Спустя месяц подготовки к сражению с демонами и избивания пешехода, Неро с Никой и Ви возвращаются в город и решаются отомстить того демона ради спасения города. Но перед походом Ви рассказывает Неро, кто этот демон и что он хочет. Этого демона зовут Оризен. Он решил стать всесильным и всемогущим демоном, чтобы править всем миром? Серьезно? Мотивация этого злодея слишком проста. Как бы там ни было, но Оризена нужно остановить. При этом найти живого демона, чтобы вместе с ним побить Оризена. Что Ви и сделал. Ебать, гля! Как живой, но сука не живой, ебать! А Неро пошел снова к Оризену, чтобы мстить. А как иначе? Вот я вас отвечаю. Я с корешами вас всех порешаю. Но он не справляется с Оризеном, потому что... Ну, он еще не умный. Он у нас, как говорится, Иван Дурак. Блять, ну это какой-то спам на кнопке. Как от нее уйти-то ты бить-то будешь или нет? Хуесосина, блять, подкастер. Как от нее уйти-то? Он просто, блять, идет. И все, я прыгаю назад, как ебалумба. Он все равно, блядь, попадает. Он ждет ее. Что мне, блядь, с ней делать-то? Что мне, сука, с ней делать? А пока Неро разбирается, Ви находит Данте. Его будет... Wake up. Wake up. Немножко поболтал с ним о прошлом поединке. И наш дед такой: давай по новой, Миша, все хуйня. Наш Данте, естественно, идет вперед паровоза и спасает Триш от пленения демона. На стадии монтажа я забыл упомянуть, как пленили Леди и Триш. В целом считаю такой подход отстойным, ведь по фактам они за эту игру ни хрена не сделали. Вот и получается, что нам подсунули подружек Данте только ради прона. Now, where's your cock? Так как наш Димочка спешит помочь Никитке, Ви тем временем решился рассказать первому встречному, в нашем случае Триш, об его истории рождения. Заметки на полях. С момента выхода трейлера с геймплеем Данте нам показали нового персонажа. И перед релизом я наивно думал, что наш молодой Эмма-бой, второй по случаю профессиональный охотник на демонов, который каким-то образом собрал всех боссов из первой части и командует ими как фамильяров. Но после релиза я был расстроен, когда узнал, кто такой Ви. Терпя поражение за поражением, тело этого человека достигало своего предела. Оно разрушалось. Но он еще не мог умереть. У этого человека была работа, которую нужно было выполнить. Победить своего брата-близнеца. Данте. Чтобы победить своего младшего брата, он мог сделать только одно с разрушающейся плотью и чувствами. Ему нужен был отдельный человек от дьявола с силой Ямато. И в конце концов, этот человек стал настоящим дьяволом.
Если говорить вкратце, то Ви человеческая половина Вергилия. Ведь по иронии злодейской судьбы, Вергилий выживает после первой части, когда тот исчез куда-то. Теперь нам понятно, что очередным злодеем является брат-близнец Данте. Если серьезно, то эта сцена просто глупая. Ведь если оценивать эту сцену с логической точки зрения, я бы, прям вот так сказал. Что это такое? Что это? Ну ладно, поговорили о Ви и хватит. Неру уже становится плохо после второго проигрыша от Уризена. А Данте находит свою хату и еще успевает повернуть себя, приобрев вторую форму ДТ. И сразу летит к двум типам, чтобы навалять Уризену по заднице. Блять, я тебя захуяю. Уризен отвисает, но он выдает козырную. Пику точеную. Оказывается, он терпел Данте и выждал момента, когда растеница расцветет спокойно. Привет! Смотри, какую кринжовую хуйню я нашел. А? Уризен сваливает, оставляя ложков в шоке. Наша братва ложков терпит снова поражение, но не дремлют. Из инфы, что они взяли, это то, как Уризен планировал всю эту шумиху. Оказывается, Уризен заботился растением, скармливая его человеческой кровью. При такой достаточной крови хватит, чтобы выросло миниатюрное дерево с яблочком на нем. А оттуда и фраза из начальной игры: «Рос он ночью, рос он днем, зрело яблочко на нем». А яблочко дает Absolutely Power, если его съесть. Так вот почему в финальной битве с Мундусом это чертило кастовало рандомную херню. Я не знаю, как можно устроить ботанику, чтобы такое дерево смог вырастить и сделать себе миниатюрную версию с плодом. Ну ладно. Я отвлекся. Пацаны решают устроить некую операцию под названием «Лежать плюс сосать». А заключается эта операция в том, что нужно устроить своеобразную гонку. Кто придет первым до Уризена, получит полноценный бой. И в принципе у нашей троицы есть отдельная мотивация — отвешать людей этому сброду. Они разделяются. Тем временем у Ви не так четко, как у остальных. Ему становится так плохо, что он даже не может дойти до магазина за хлебом. Я заебался, блядь, иди нахуй. Ай, блядь, сука, нахуй, блядь. Ёбаный, блядь, своими, блядь, хуйню, блядь, завели, блядь. И я должен тут, блядь, пиздовать, блядь. А причина, по которой ему стало плохо, возникла, когда Данте шел вперед, а Ви тогда было плохо. Мне кажется, он вообще терял демоническую силу. Ну давайте просто примем, что ему стало плохо, окей? Бедный наш инвалид доковылялся до босса и ждет помощи. В нашем случае дождался нейтрончика. Нера спасает Ви, и наши бравые пацаны идут к Уризену медленно, но уверенно. Вот это я понимаю, брат за брата. Они, небось, провели хорошие моменты вместе. Мужик, я тебе сейчас этой палкой, вот эту, видишь палку? Я тебе сейчас ее ёбну. Эта палка ничто. Мужик, это ты где хуя? Но Ви по дороге рассказывает про стычки брата-близнецов. Он подробно рассказал, что в первой части и в третьей части Верг так смачно отвесил Данте, но последний всегда его побеждал, а Вергилий терпел поражение за поражением. Вот и получается, что в первой части он был таким нормальным боссом, а в третьей части стал лютым сложным корейским боссом, за которого играет живой человек. Ну ладно, мы что-то еще раз отвлеклись, давайте продолжим. Данте настигает первым Уризена, но последний успевает съесть плод и стать еще сильнее. Так, ради интереса, почему тебя называют безумным? Ну, Данте не впервые одолевать самого могучего демона, поэтому... Минус 3. Я уже читал его как книгу-малютку, месть была сладка. После честной победы я одновременно презирал его и уважал. После битвы наши братки приходят к Данте и видят, как Уризен лежит и отдыхает. А последний удар лучше нанесет самый бравый боец за свободу — Ви.
Что, вы думали, что Неро убьет Уризена? Да не может быть, чтобы Неро смог убить главного босса. Он же не может, он же еще... Короче, Ви закончит начатое. Он начал этот заказ, он притащил старичков и новичков для фанфика, он эту кашу заварил, ему и значит расхлебывать. Он, конечно, по-инвалидски подходит к Уризену, но Данте чует что-то неладное. Даже Ви разговаривает с трупом по-другому. Эй, Иржан, вставай, салам алейкум, вставай, на работу пора. И вот на последних словах Ви, Данте, фанаты, в том числе и я, были неожиданно удивлены тем, что Ви крыса. Он с самого начала хотел воссоединиться с Уризеном, чтобы стать полноценным человеком. Конечно, он с самого начала не хотел этого делать, он хотел лишь выживать. Но уже к концу игры он уже желательно, захотел воссоединиться с Уризеном и стать человеком. Погодите, неужели Ви хочет возродить? Нет, не может быть! Данте спешит остановить Ви, но последний успевает пронзить своей тростью грудь Уризена! Воссияет синее сияние. Вокруг небеса ломаются, как стекла, а впереди нет ни Уризена, ни Ви. За место них стоит человек. Как можно сделать идеального противника для крутого главного героя? Представив нам истинный облик, немного постаревший. Чел 20 лет сидел под землей с чертями и на поверхность возвращается таким же недовольным, как раньше. Вергилий. Или же Виталик. Зовут этого горячего перца Вергилий. Ну или вражки благодаря Квену Виталик. Прошел ровно год, у меня борода. Встречайте, чики, Виталя 2. Еще в роддоме меня все боялись, а маленькие тёлки с соседних коек пялились. Виталя с греческого секс-машина, с латыни самец, по жизни мужчина. Если мне твой не понравится взгляд, я тебя попрошу на меня не смотреть. Девушки, хватит мне письма писать. Вы можете их начинать высылать. На улице мне все улыбаются. У меня смешная шапка. Виталя, один такой на планете. Благодаря Витале рождаются дети. Он не хотел драться, он не хотел бороться. Он осознал все свои поступки. Вергилий, также известный как Виталя, шизик с катаной, породивший Ви и Уризена, просто пронзив себя, сумел за свое существование породить Неро, а также желает больше силы и сразиться с братом-демоном. Характер motivated, не женат. Вергилий вернулся из мертвых. Он дал нам понять, что он жив, взяв с собой мангу, положив у себя в карманах своего пиджака и сваливая домой, чтобы наконец оценить искусство этой мангой. Ладно, дуркую. На самом деле, я не думал, что мои доводы и мысли, что Вергилий вернется, сбылись. Именно после прохождения тройки и четверки у меня были доводы, что Вергилий вернется с еще большей силой. Я даже помню то, что фанаты устраивали теорию по поводу внешности бомжа. И таких подобных теорий было навалом. Скорее всего, несмотря на выход нескольких трейлеров, фанаты предсказали все, кроме меня. И поэтому у нас выходит вот такой капустник. Но вернемся к сюжету. Вергилий со своим Пауэр не расстался и планирует зафигачить Данте своей последней симфонии многочисленной битвы. Ибо прошло 30 лет, а Вергилий не выводит за мемы, тренды и все остальное. Он вызывает Данте на стрелку, на что Данте соглашается, и последний идет на стрелку. Неро возмущается, мол, почему малой не идет на стрелку, ведь ему же надо отомстить за этот прошлый несчастный случай. На что Данте отвечает грубо и четко. Он твой отец. Если кому интересно, как вот так сложилось, скажем так. Нам все предельно рассказал спешл 4 части. А если коротко, то в демонический период Вергилий решил зачать одну дамочку и свалил из города. В эту новость малой поверить не может.
Ведь в 4-й части нам дают понять, что родственников у него в жизни вообще было мало, да и попросту нет. Вот и получается у нас референс к ЗВ 5-му эпизоду серии DMC. Данте, ответив на все вопросы Нера, уходит, оставляя малого поразмыслить над ответом. Я, блядь, в твоем познании настолько преисполнился, что я как будто бы уже 100 триллионов миллиардов лет, блядь, проживаю на триллионах и триллионах таких же планет, понимаешь? Я как будто бы уже глубокий старец бессмертный. Почти бессмертный. Дерево распускает свои корни и меняет структуру и форму. Так, стоп, если дерево меняет форму, то как наши девчушки свалили отсюда на фургоне? Нихуя! Да ну нахуй! Ебаный в рот! Пиздец, граждане! Балконы! Балконы! Ладно, они как-нибудь справятся. А тем временем Данте настигает Вергилия, и начинается последний бой братьев. Точь в точь, как в 3-й части. Ну или не точь в точь. Time to finish this, Virgil. Once and for all. По итогу битвы они не успокоились? Стоп, погодите. То есть, Capcom, вы хотите нам сказать, что Данте настолько скучал по Вергилию, что он даже решился еще раз подраться? Он так может убить Вергилия не на шутку, я серьезно. Я понимаю, что Данте при битве с Уризаном желал, чтобы Вергилий успокоился, но почему он настроен так серьезно? А ведь Вергилий, возможно, даже не подозревает, что его любимый братец может убить его в реале. Надо срочно решить эту проблему. Тем временем в фургоне Трэш-леди рассказывают Нера, что этот мужик и был Вергилием. Они ему еще говорят, что Данте и Вергилий должны сразиться. А Неру говорят, что не нужно убивать своего отца, ибо это отцеубийство. С точки зрения логики, да, нельзя убивать родственника, даже если он оторвал тебе руку или унизил тебя. На что Нера придумал гениальную идею. Нужно помешать братскому кровопролитию. Нера свалил с фургона, позвонил по телефону и сразу идет помирить долбанутых братьев и закончить начатое. Нера бежит к большому цветку и проявляет свой Devil Trigger, вернув себе долгожданную руку. I swear! I'm not letting you die! Позже Данте и Вергилий решается еще один заход. Мне сейчас послышалось или нет? Тетя что, ебало разбить? Они включают СДТ и летят друг к другу, как вдруг последний поединок прервал сын Вергилия Нера. Он проясняет всю ситуацию двум старичкам, успокаивая их должным образом. Иди нахуй! Нихуя себе, блядь. Ты въебал, Твою мать, блядь. Нера говорит, что братское соперничество нужно закончить, ибо, серьезно, они дерутся хер знает сколько лет. Эта битва бессмысленная. Вергилий договаривается с Данте на то, что если Нера выигрывает Верга, то считай выполнить просьбу, а если нет, то считай одолел и Данте. Завязывается бой, в котором Нера благополучно выигрывает. Верг выполняет условия, но нужно еще кое с чем закончить. Братья решились отправиться в мир демонов и закрыть врата ада, чтобы остальные демоны не ворвались. Нера такое не нравится, а Данте говорит, что все предусмотрел. Несмотря на свой возраст, Данте в какой-то степени нужно себе взять отпуск, или вернее сказать, пойти на пенсию.
Поэтому свое агентство по уничтожению демонов и всю эту заварушку в земном мире он оставляет на Неро. Братья отправляются в мир демонов, а Неро с Ника едут домой с хорошими новостями, пока братья разбираются с вратами. Параллельно снова устраивают поединок, но не как враги, а как настоящие братья. You son of a bitch. Сюжет получился сумбурным и спорным. Я не знаю, как вам еще сказать, но по мнению людей, сюжет прицеплен к фан-сервису. И это неудивительно, ведь многие моменты и постановы хоть и выглядят охрененно, но в плане нарратива очень плохо. Я могу согласиться с тем, что в игру добавили ненужных временных подрезов. Ицуна сумбурно пытается использовать этот прием как Тарантино или Нолан, или даже Гая Ричи. Многие люди в обзорах подмечают, что сюжет не шибко идеален и считают пятую часть говном, а перезапуском лучше. Поймите меня правильно. Я знаю, что в этой игре есть фан-сервис, который был сделан для фанатов, но мне нравится, когда многие персонажи скооперируются. Возьмем в пример НПД. Все ждали, когда появятся Эндрю Гарфилд и Тоби Магуайр и начнут кооп с Томом Холландом. Или взять пример МГС-4. Исходя из сюжетной арки Снейка, в игре появилось столько персонажей из предыдущих частей, и они что-то делали, чтобы возрадовались фанаты. Так и здесь. Хоть и получил слишком спорный сюжет, все равно я им восхищаюсь и цитирую хорошие фразы из игры, которые мне зашли. Даже если это выглядит как аниме. Действительно, а почему? Но по итогу могу сказать, что сюжет удался на славу. И да, те, кто топит за русскую локализацию, идите в баню! Потому что русская локализация мешает вкинуться в сюжет. Да так мешает, что даже Юзи запилил ролик про локализацию DMC. Причем, Devil May Cry 5 вот все купили, да, зашли, увидели эти бичей. Это, сука, пиздец. Devil Breaker они перевели как, блять, какой-то дьявольский бич. Да, я говорю про стандартные бичи дьявола или жало. Лучше всего подучить English, вырубить субтитры и спокойно понять сюжет. Поверьте мне, когда я играл с русской локализацией, я не понимал ни хрена. Поэтому могу с уверенностью сказать, локализация очень плоха. Денис! Пиздец! Спасибо! Боевую систему никак не обновили. Нет, ну серьезно, пацаны из Capcom просто взяли геймплей с 4-й части и обновили несколько приемов для каждого персонажа. Ах, ну ладно, я поэтому постараюсь рассказать боевую систему Троицы кратенько. Пора взбодриться. Устроим безумие. Боевые мувы Неро вообще не изменили, только вот у него добавились несколько новых мувов, которые, по моему мнению, очень удобные, и медленный тайминг выполнения приемов. Спросите, а почему тайминг атак замедлился? Реализм. Вот мой ответ. Я полагаю, что в студии Capcom предложили идею воссоздать реализм в игре. Этот казус не только касается Неро, он есть еще и у Данте и у Ви, и я считаю решением правильным, потому что у меня в четверке не всегда получается с первого трая зарядить первый уровень Красной Королевой, поэтому я всегда включаю пятую часть, чтобы покайфовать. Ну еще у Неро не только добавились дополнительные таунты насмешки, после которых можно проработать прикольные комбо. Говоря о комбо, у Неро появился апдейт в виде новых протезов, Devil Breaker'ов. Вот как рассуждал Ицуна. Devil Arm была прикольным нововведением в четверке, и она была не особо крута и стильна. Поэтому мы добавили в пятой части протезы, чтобы вы могли вообразить шикарные комбо, в которых вы вольны делать что хотите. И это действительно работает. Вы можете делать с этими протезами сногсшибательные комбо. Вам говорят, что эти протезы можно с легкостью менять. А на какие протезы можно менять, спросите вы? А вот тут поподробнее. К примеру, на одном варианте руки можно полетать, другой может усилить меч и пистолет, третий может остановить время. Ну, в общем, в целом, боевая система Неро удалась. Но есть один протез, который мне показался странным, плен чувств. По словам Мика, этот протез был предназначен для Кири в виде массажа. Но мне кажется, что он был предназначен для другой цели. What the hell's your problem? You trying to kill me? If you want a bitch, blame it on Lady. She's behind the wheel. Во время монтажа этого ролика я забыл вам вкратце рассказать про еще один странный протез. Этим странным протезом является Buster Arm. Этот протез полностью повторяет наземные и воздушные захваты классического Devil Breaker из четверки, только с увеличенной мощностью. При том, что обычные броски, когда захватываешь врага, могут достигнуть до 500 дамаги. А если прибавить к зачаржанным протезам, в смысле ульта,
то дамаг достигает в 10 раз больше. И такая фишка работает не только с обычными врагами, но и с боссами, что является полезной дамажной фишкой. Но странность этого протеза заключается в том, что он попросту ненужный. Да и плюс во время игр в 20-й миссии нам дают возможность сделать захваты со своего Devil Trigger. Да, эти захваты слабее своего собрата, но зато мы можем бесплатно их выполнять. В то время как Buster Art, улучшенный протез с ультой, продается в магазине платно. Зачем тогда добавили его в релизе? Непонятно. Если у вас, зрители, есть доводы или ответы по этому вопросу, то можете написать в комментариях. Я почитаю и приму к сведению ваш годный аргумент. Пора кому-то получить пизделей от батиных тумаков. Про Данте мне нечего сказать, просто секс-машина в прямом смысле. И если вы не понимаете, о чем я говорю, то не переживайте, сейчас я вам все объясню. Со времен третьей части геймплей Данте менялся и менялся в лучшую сторону. Из крутого поцика, который может со своим одним стилем убивать несколько врагов, его превратили в суперпрофессионального охотника, который раскидывает врагов направо и налево с 4 стилями. Защитник, трюкач, мастер меча, стрелок. Но его геймплейные аспекты где-то менялись, а где-то вернули назад. Более того, есть человек, который сравнивает геймплей Данте из 5-й части с прошлыми частями. Я не шучу. В целом, я доволен тем, что Данте апгрейднули до супер-дупер бога, с новыми и старыми орудиями убийства, с добавкой хороших приемов. Пойми меня правильно, я Богдан, я не просто человек какой-то там Саша, Паша, блядь, не знаю, там Денис, там Валера, блядь, нет, я Богдан, я богом, да. Я получеловек, полубог, да. Из нововведений у нас только новые огнестрельные и холодное оружие, и шкала СДТ, вторая форма Devil Trigger. И заключается она лишь одним словом. Ульта! Вы, возможно, спросите, а как она работает? Все просто. Вы заполняете шкалу, удерживая кнопку, тем самым жертвуете своим ДТ. Он у вас высвечивается, вы отпускаете кнопку, и вы просто становитесь во второй форме демона. Но подождите, он быстро расходуется. Да, эта шкала действует как ульта, но есть способ экономии шкалы. Этот способ я называю Triple S мод. Заключается в том, чтобы вы набивали комбо до ранга Triple S. И включали СДТ. Но старайтесь использовать меньше приемов, ибо если вы долго будете сидеть в СДТ, то он банально упадет до нуля. А как вы хотели, если и играть за Данте, то только профессионально. И желательно набрать опыта. Так, мы поговорили отличный геймплей за Данте и Нера. Надеюсь, геймплей будет не сильно испорчен, ведь так? Какой же это кал? Мы остановимся за Ви чуть-чуть, потому что мне есть что про него сказать, ведь он является казуалом. Я не знаю, в каком моменте Ицуна понравился геймплей за Ви. Я, конечно, люблю за Ви, за его сюжетную арку, но я не могу полюбить геймплейную составляющую. По сути, он является однокнопочным казуалом, который ни хера не делает, и за него всю работу выполняют питомцы. Если мы проникнемся по лору, то наш Ви слабое звено. Он не может убивать демонов, а лишь добивать, поэтому у него есть туз в рукаве, фамильяры. Из фамильяров у нас есть босс Грифон, босс Кошмар и мини-босс Тень. Помните тех врагов, которые вам все детство кошмарили своими приемами? Теперь вы в переносном смысле можете накошмарить своих врагов. Странно звучит, но да ладно. Если говорить про мувы, то у Тени и Грифона все же остались приемы прямиком из первой части. Хотя Кошмара визуально и чутко геймплейно изменили. Вам лишь придется нажать на кнопки, чтобы эти фамильяры выполняли ваши указания. А когда враг станет очень слабым, вы можете его и добивать. Don't worry. I'll be gentle. Ну или не добивать, если вам душе угодно. Я понимаю, что люди нажаловались на Ви из-за странного геймплея, но если вы с ним посидите подольше и поизучите тайминги, возможно, вам удастся оседлать казуальность и смачно убивать демонов. По скриптум. Когда я проверял на своем компе работоспособность геймплея, у меня на одном моменте вылетела игра. Да и то я немного поигрался с кошкой и птицей, и игра сразу послала меня нахер. С прокачкой все складывается плачевно. Нет, с покупкой приемов и жестками все нормально. Он, как и в других частях, не изменился. Но меня расстроило два фактора. Общие показатели для троицы
и предметы. Давайте по порядку. Вот в 4-й части, когда ты вкачал приемы Занера, бег, жиски, двойной прыжок и ДТ, все это перенеслось на нового персонажа, Данте. А как обстоят дела в 5-й части, у нас по ряду 3 персонажа, у каждого свой мув, но в целом у них одинаковый бег, двойной прыжок, больше собирания денежек, ходьба по головам врагов. Так какого хрена его убрали? Мы вместо одной оплаты на двоих теперь платим за каждого по отдельности. То есть сначала 1 миллион орбиков, копить и тратить за Нера, потом за Данте, а теперь за Ви. Это вообще какой-то бред. Но собирать несколько орбиков мне не составило труда, ведь я в таком случае использую шляпу Данте. В чем прикол? Да все просто. Надеваешь шляпу через кнопку стиля в стиле стрелка, убиваешь моба и все. И вы можете нафармить себе много орбиков. А про предметы мне нечего говорить, их вообще убрали. Если в прошлых частях серии и даже перезапуске тебе понадавали люлей, то ты мог спокойно воспользоваться хилкой и всем прочим. А 5-й чё? Тут только синий, фиолетовый и золотой орб. Да и то последний является накопительным средством, чтобы школьники схавали много золотых орбиков. А зеленые фиолетовые звезды где? Где святая вода, в конце концов? Похоже, наши бравые японцы подумали и решили убрать все эти предметы, чтобы хардкорности было. И в ответ японцам я скажу так. Ладно, хорошо. Хотите, чтобы я почувствовал как в Dark Souls или как в МГРе? Ладно, окей, ваша взяла. Хотя, в принципе, враги и боссы не особо сложны, но мы дойдем до этого пункта. Как и в прошлых частях, в 5-ке есть платформинг. Хоть и платформинга не так много, но он удался на славу. Вряд ли я смогу сравнить платформинг 5-й части с перезапуском. Ну или с 3-ки или 4-ки, если такой разговор завели. Тем не менее, я не ощущал на себе большое множество платформ. А вот тут мы подобрались по тонкому льду. С чем это связано? Сейчас объясню. Дело в том, что в 1-й, в 3-й и 4-х частях давали какой-то челлендж. Челлендж победить боссов или врагов так же стильно, как бы сделал Данте. У многих может возникнуть проблема с летающим врагом, а у некоторых может пойти проблема с боссом. Но в целом босс-файт и простой файт с врагами отлично работает. К чему все эти разговоры? Да в том, что в 5-й части враги и боссы ощущаются... ну, как мобы обычные, которые, они вообще легкие. Не знаю, как вам, но в битвах с ними интереса не наберется, поэтому они легко убиваются, как и во всяких MMORPG с гринилкой. Поверьте мне, когда я впервые сыграл 5-ю часть, я этого не замечал, но спустя 3 года я этот казус заметил. И это не отменяет того факта, что все боссы банально просты, но стоит вам отыграться за какого-либо персонажа в самом сложном режиме, то тоже вам достанется столько хлопот от простого босса. И это я еще утрирую геймплей за Ви. О господи, да это же кринж 2022 века до нашей эры! Смерть казуалам. Сердце, 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 ай! Но если покопаться, то есть враги, которые могут дать тебе отпор. Королева Эмпус, Бегемот, Красный Ящер, Косой Призыватель, Синий Козлорог и Прото-Анджело. До сих пор ловлю от них звездюлей, когда захожу в, для себя подходящую комнату. Если и говорить, какие боссы самые запоминающиеся, так это Голиаф, Цербер 2.0, Уризен 3 фазы и Бергили. Максималочка. Первый славится этаким началом, то есть сам босс-файт с ним заведен под таким термином, как многоуровневостью. Ну, судя по всему, Ицуна со своей командой явно постарались над созданием хорошей многоуровневостью в конце второй миссии. Такого же и в прошлых частях не было, верно? 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 Hi, doggy. Цербер 2.0 больше зашел по причине наведения. Теперь Цербер 2.0 обладает не только ледяными способностями, как его собрат из 3-й части, но еще обладает огнем и молниями. Это очень круто. С Уризеном 3 фазы мне больше нравится по причине хардкорности. Хотя зачастую он не попадает своими ударами по Данте, что упрощает босс-файт с ним. Но в целом он неплох. Только вот мне не нравится, когда мы сражаемся с нынешним Уризеном, Занера и Данте 3 раза.
Нас в прологе, в 8-й миссии и в 10-й миссии опустили. И это я говорю с чистой серьезностью. В первом прохождении я такого гнева не ощущал. А вот теперь ощущаю. В прошлых частях с финальным или же с главными боссами вы устраивали битву на равных. То есть, когда я сражался с Вергилием из тройки и Данте из четверки, я отчетливо чувствовал за ударами по хлебалу живого японского человека. У меня было осознание того, что я сражаюсь с профессиональным игроком, у которого имеются козыри в рукавах, и он точно может вести в другой или иной ситуации битвах. Но при битве с Уризеном я чувствую своего врага-мотиватора не Уризена, а его охранника по кличке Щит. Я каждый раз захожу в 8-ю миссию на сложности ад и еще раз ад, набиваю хороший ранг, не умираю, а когда я добираюсь до этого опарыша, то моментально получаю удар по сердцу. Босс слишком странный. Ну а чё Вергилий? Мне нечего сказать про него, ведь Вергилий хороший босс. Если играть за Данте. Возможно, его считать не особо сложным, но как по мне, он может создавать проблему для новичка. Потому что мне кажется, что этот бой отсылает к первой и второй битве с Вергом из тройки. Да и к тому же, многие при битве с Вергом могут использовать стиль гвардейца. И они временами удачно парируют. Если бы новички справились бы с третьим боем Вергилия, то поняли бы, что он настолько сложный, что даже олдфак боится к нему приближаться. Но Занера тоже в принципе неплохо. Хоть и временами было легко, но в целом он мог навешать мне люлей за неправильный мув. В сюжетном плане у меня есть претензии, мол, почему Вергилий проигрывает своему сыну, но в свою сторону оправдания является сценарий. А остальные боссы либо не особо интересны, либо вообще скучны. Заметки на полях. Когда в третьей миссии была сцена показа Артемиды, лично мне показалась очень весьма странная фраза Нера, когда он увернулся от снарядов. Фраза... явно отсылалась на вторую часть DMC, ведь в геймплейном плане, когда нам представляют босса, он молчит и ничего не говорит. Как и в прошлых частях, нам в пятерке предоставили ранг стиля, но совсем иную. Понимаете, когда я играю в тройку или в четверку, то я всегда могу знать, сколько я набрал очков стиля при завершении миссии, при комбинировании приемов и так далее. Здесь же оставили то же самое, но ее сделали каким-то иным способом. Многие фанаты устраивали теорию, как набивать S-ранг в пятерке. В моем понимании, как набивать S-ранг. Чем больше комбо приемов и чем выше ранг стиля, тем больше у вас наберется очков стиля. К примеру, возьмем тут же 8-ю миссию. Представьте себе, вы идете сразу к врагу, убиваете его и вы получаете низкие очки стиля. Но если при битве с ними вы притягиваете врага к себе, прыгаете на него, потом снова притягиваете к себе и так бесконечно, пока вы не наберете А-ранг. Потом своими приемами и мувами убиваете врагов и вы получаете повышенные очки стиля. Гайд на то, как правильно проходить 5-ю часть, есть на канале Danny Bombshell. Ссылка в описании. Впервые после стольких лет мы получили своеобразный кооп, где вы можете потусоваться с друзьями и не только. В некоторых миссиях вы сможете играть с другим пользователем, который выбрал себе персонажа, и устраивать хорошие камбухи. Звучит вроде бы и классно, но если заглянуть в игру, то мы увидим, что мы можем только видеть персонажа и скооперироваться 2 раза. Это в 17 и 13 миссиях. Я не знаю, чем руководствовались Capcom при создании коопа. Я понимаю ПКшников, но консольщиков-то пожалейте. Они и так, страдая своими одиночными играми, могли бы добавить при сущем уважении консольщикам хороший кооп. На этом моменте я упомянул мод под названием Science Collaborative Trainer, который может добавлять кооператив, PvP, битвы и новые механики. Но у себя в мыслях я забыл, что этот мод подключен к ПК, так что не буду в дальнейшем упоминать этот мод. Мой родный кут, як ты мне милый, забыть тебе не маю силы. Чё ты нам стираешь? Сходи-ка лучше купи нам троим по осетинским пирогам. Не раз утомленной дорогой, життем весны моей убогой, к тебе я у думках залятаю, и там душою спочиваю. О, як бы я хотел спочатку дорогу життя по парадку. Про графон я ничего не могу сказать, кроме как Next Gen. Вот не знаю, где я могу еще увидеть в слэшере такую детализацию города, корни клипота и его внутренности, пылинки и прочее. Киберпанк мирно курит в сторонке. Мне еще нравится, как Capcom сделали отличное качество прорисовки. Графон по локациям это просто шик. А про персонажей вообще говорить нечего. Реальные люди под анимешный стиль. Нет, реально, вот что мне говорить про персонажей, кроме как детализация одежды, лиц, кожи
волосы и ДТ – великолепное золото пятерки. Я за это могу поставить лайкос. Если и говорить про лица героев, так это то, что всех персонажей снимали реальных людей. К примеру, лица Нера и Данте являются лицами британцами, лицо Ника является лицо южноамериканки, а лицо Вергилия подсняли и сделали детализацию лица Максима Назарова. Вот и хорошая поговорка. Виталь, это наш. Муц-момент. Для того, чтобы ощутить на себе невообразимое удовольствие с обновленными механиками, костюмами и вставками решейда для улучшенного графона, рекомендуется скачать моды через Nexus Mods. Реально крутая тема вставить несколько модов для DMC5 и мгновенно можно играть под другим наклоном. Ссылка на сайт и на гайд, как все это установить, есть в описании. В плане дизайна врагов все отлично. Хорошо разнообразили, добавили как и старых, так и новых видов врагов, причем несколько видов одного и того же типа. Насекомые, ящерицы, козлы и рыцари. Capcom очень постарались над графоном, а секретом великолепного графона является движок Re-Engine, или по-нашему Resic Engine. Этот движок проявлял свою активность в Резике 7, 8 и в ремейке Резика 2 с 3 частью, да и в скором времени 4 части. Хотя у меня есть кое-какие нонсенсы по поводу внешки Нера. Не, в целом внешний вид Нера прикольный, проблема в том, что он подходит на Данте из перезапуска. С чем это связано? С тем, что Ицуна всегда любил перезапуск. Вот и получается у нас, что Ицуна в 5 части добавил слоумо после битвы, мувсет Вергилия и плюс палитры костюмы и локации. Кстати, и о них. Локации-то прекрасные. Это да, спора нет. Но с визуальной точки зрения и разнообразностью, локации 5 части очень однообразные. Сначала миссии нам продемонстрировали город и все дела, а где-то после 12 миссии нам демонстрируют дерево и все. Могли бы поразнообразить, как в 4 или перезапуске. Я серьезно. Если Ицуна хотел поставить в этой игре отсылку на 3 часть, где мы всю игру ходили по замкам, то у него отлично получилось. Если же нет, то пиши пропало, это значит, что это плохо. Музыку в целом я могу считать добротным в 5 части. Потому что из раза в раз, из части в часть, музыка не особо так менялась. Разве что добавили электрочину. Но это так, фича. Основной саундтрек исполнен под классическими инструментами под руководством Кота Сузуки. И он реально сделал хороший саундтрек. К тому же есть еще некоторые переделанные треки под ремиксы из прошлых частей. Они появляются 2 раза, в 9 и 18 миссиях.
видимо, малой части аудитории ньюфагов не особо заходит музыка из 5-й части. Потому что они сравнивают музыку из перезапуска и говорят, что перезапуск лучший. Но камон, сравнивать музло это совсем не дело. Я считаю, что у каждой серии должна иметь соответствующий саундтрек, а не на всю игру рок-н-ролл, как в перезапуске. Хотите рок-н-роллщины? Идите играть в перезапуск. В целом могу сказать, что саундтрек в миссиях просто великолепный. И все. Сами темы троицы – любопытная часть саундтрека, потому что в ней больше всего присутствует электронщина. Мне все темы главной троицы просто зашли. Не знаю как вам, но по моему видению тема главного героя должна идеально описывать мотивацию, геймплей, настроение и т.д. Например, тема Нера, Devil Trigger. Композитором этого трека является Кейси Эдвардс, знаток музыки перезапуска Doom и по совместительству ученик Мика Гордона. В целом он передал характер и настроение мовов Нера. Школяр-бандит под русский хардбас мочит всех демонов. Или можно говорить про тему V, Crimson Cloud. Она не особо задорная, скорее мелодичная и проворная. Нам описывает то, что V всего лишь тень, который ищет путь к свету. В нашем случае найти путь к воссоединению Вергилия. А тема Данте, Subhuman, просто метал. Нам демонстрирует Данте не только через его характер, но еще нам демонстрирует через геймплей и его скорости удара. А текст трека так и описывает Данте, как великого охотника, которого на все плевать и ему нужно лишь удовольствие при битве с демонами. Многие сравнивают музло с 5-й частью перезапуска, ведь в нем-то присутствует хорошее музло. Взять пример начала миссии, где присутствует несколько тем, которые могут передать офигенный настрой в лимбе, а в той же 4-ке или в 5-ке будут лишь одиночные темы, которые могут задалбывать по твоим ушам по полной. Но справедливости ради, я бы конечно согласился над одним фактором – однообразие саундтрека. И видите ли, я заметил, что после 4-ки в 5-й части предоставили лишь один саундтрек на одного персонажа, в то время как в 1-й или в 3-й части тебе предоставляют 2 версии трека. Ну я не знаю, почему в 5-ке у каждого персонажа по одному треку. Могли бы добавить, вторую версию, как это сделал Subhuman, но и без проблем не обошлось. Из-за того, что наш бывший вокалист Коди Мэтью Джонсон страдал херней под названием педофилия, его отменили и заменили на Майкла Барра. Стало лучше? Ну, в принципе, да, хотя мне первая версия зашла. Хотя, кого я обманываю? Те, кто прослушали первую версию, покринжанули от вокала. Ладно, чё-то мы отвлеклись снова. Короче, над разнообразием надо было поработать. Зато нам дают такую возможность, заменив на другой трек из прошлых частей. Но при этом тебе нужно заплатить денежку. Спешили было по-другому. Вам нужно было пройти финальную битву в кредитсах, и вам бесплатно выдавали 4 трека. Из дополнительного контента нам предоставили Кровавый дворец и секретные миссии. Они все же и являются стандартным дополнительным контентом из прошлых частей, но не упомянуть их я не могу. Первый является арена выживания с испытаниями, где вы можете и на скорость, и на разнообразие камбух проработать в испытаниях. А второй
выполнение секретных испытаний и все. А чего вы ожидали? В этих секретных миссиях вам придется выполнить испытания, в награду которых дают фиолетовый или синий орб, который нужен для добавления хилки. Еще вышли 2 книжные дополнения: новелла «Перед кошмаром» и манга «Видение Ви». Новеллу я не читал, да и вообще планировал потом почитать. Лучше сразу поговорим о манге. Манга повествует о похождении Ви, от возрождения до перерождения в Вергилия. Эта манга рассказывает нам и дополняет некоторые моментики, не раскрытые в основной игре. Этакая манга, дополняющая сюжетные линии героев, но от лица Ви с придачей предыстории. Манга, кстати, закончена, так что если у вас есть желание почитать и получить еще больше информации о Ви и тому подобное, то можно почитать в группе AVV. Ссылка в описании. Вроде бы из дополнений ничего не Нет, Константин, вы забыли упомянуть мое DLC. И плюс специальное издание на PlayStation 5. Пришло время продемонстрировать мою мотивацию и силу Спарды. Да, в сентябре на конференции Sony анонсировали спешл издание с DLC Вергилием, с трассировками лучами, турбомодом и режимом легендарный Темный Рыцарь. Не знаю, как вам, но я точно тащился от нового анонса. Я даже могу предоставить возможную реакцию на анонс. Ебануться, гнуться! Не, о боже мой! Я не верю! И вот вышел Special Edition, и он вообще такой себе. Такой себе в разнообразии персонажа. А так, простой спешл с Вергилием и все. Из хорошего я могу выделить лишь турбомод и DLC Верга. Турбомод — это ускоренный мод, в котором вы комбинируете чуть-чуть быстрее. А DLC Верга — моделька Верга и все. А, и еще плюс измененные механики и изменившийся последний бой. В целом могу сказать, что геймплей хорош. Ощущается как читерный босс и слишком мотивированный персонаж. Боюсь представить, как школьники одолеют последнего босса на уровне ДМД за Верга. Я разъебал этого долбоеба, тупо разъебал этот бит. Молодой Квенизи с нулевого разъебал, тупо разъебал этого долбоеба. А тема Верга, Buried Alive, просто мой краш. Я полюбил ее с первого прослушивания и слушаю 24/7, 3-й год подряд. Вы понимаете, какой это рекорд? Ладно бы Devil Trigger, он крутился с 2018 до 2019, но Buried Alive это что-то с чем-то. Композитор Кейси Эдвардс с вокалом Виктором Борбы сделали очень хороший трек для спешала. Но если вы хотите подробного разбора DLC Верга, то ссылка в описании или сверху в упоминании. В этом моменте я мог бы рассказать про невышедший контент, но что мне рассказывать, если за меня все это сделали? Поэтому я оставлю ссылку на видос с перечислением невышедших дополнений. Ссылка в описании. По итогу у нас выходит игра с фан-сервисом, с неизменившимся геймплеем, с выходом нового казуального героя, с однообразными локациями и бэктрекинга с Уризаном. Итак, возник вопрос. Игра вышла плохой игрой или все же хорошей? Я специально просматривал все возможные обзоры, чтобы оценить всю эту ситуацию и дать четкий ответ на этот вопрос. Мой ответ — Devil May Cry 5 стала хорошей игрой. Да, в каком-то смысле я очень полюбил эту часть, ведь она вдохновила проходить те слэшеры, в которые я никогда не играл. И я, как всегда, буду переигрывать 5-ю часть, потому что это единственная часть, в котором я провожу с ней очень много времени. Не знаю, как вам это сказать, но пора отпустить серию DMC на волю. Ведь в феврале 22 года у меня были сомнения на то, что 6-я часть будет, потому что о ней Ицуна не упоминал в подкасте. Он говорил, что если он закончит разработку Dragon's Dogma 2, то 6-я часть DMC выйдет однозначно, но нам лишь придется ждать. И поэтому я могу считать 5-ю часть последней частью серии DMC до тех пор, пока не выйдет 6-я часть. Не знаю, как вам, но я сильно влюбился в эту серию. Ведь благодаря ей я смог познакомиться с хорошими людьми,
которые тоже любят DMC. И я хочу сказать им спасибо за то, что помогли мне в жизни. Спасибо подписчикам, что смотрите меня и пишите у меня в комментах. Наконец-то я закончил. Ну ладно, дружок. Пора прощаться. После выхода ремейка обзора на DMC 5, Костя решил взять себе отпуск. На разбор оригинала Devil May Cry. И начал снимать что-то другое. и в тот день Эра обзоров на франшизу DMC подошла к концу. Но пришло время делать другие обзоры. Make haste, Dante. Yeah, I know. Hey, wait! Don't you dare say it! It's Morbid time!